Thank you. So this evening we're looking then at book of Exodus, chapter 3, verses 15 and on through chapter 4. So we'll see how far we get this evening. Всем. Сегодня мы продолжаем разбирать книгу «Исход» и начнем с 3 главы 15 стиха и посмотрим, насколько мы сможем далеко продвинуться по 4 главе. And again, we're in this spot in the book of Exodus where Moses is meeting with God at this burning bush. И мы снова сейчас начнем с того момента, где Моисей стоит перед горящим кустом и видит Бога. And if you remember last week, we brought up this word theophany. И в прошлый раз мы с вами начали говорить это слово, обсуждать это слово теофания, то есть богоявление. And how did we define that? What does that mean? It's a question for whoever was here last week. Давайте вспомним, как мы определили в прошлый раз, да? Как мы определяли, что такое теофания. Богоявление, явление Бога в каком-то физическом объекте. So God takes on a form that he can interact with people through, right? Да, то есть Бог принимает какую-то физическую форму, да, через которую он может взаимодействовать с людьми. And in this case, it is the fire that's on a bush that appears to be burning, but it's not really being consumed. И в данном случае это тот самый огонь на кусте, который горит и не сгорает. So it gets Moses' attention. It causes him to come aside to come to the bush, and then he encounters God here at the burning bush. Это привлекает внимание Моисея, он подходит к этому кусту, и вот начинается общение Моисея с Богом. And so God here is going to call Moses to his job to be his prophet and to call the people of Israel out of Egypt. И Бог призывает Моисея к выполнению определенной миссии, а именно вывести израильский народ из Египта. And it's interesting then to see here as Moses and God interact that Moses isn't necessarily all that excited about his new calling and his new position. И мы видим в течение разговора Моисея с Богом, что Моисей как-то не выглядит очень восторженным по поводу такого нового поручения. Back in verse 11 of chapter 3, Moses begins with an objection. It's kind of a cultural objection. It's not very strong, but it's the beginnings of showing what he's thinking. He says, "Who am I that I should go to the king?" Right? И начиная с 11 стиха, вот в 3 главе, да, мы помним, что Моисей начинает возражать. И да, пускай это такие возражения, скажем, обусловленные культурой, да, то есть так надо было немножко себя принизить, кто я такой, чтобы выполнить вот такое поручение, но тем не менее это начало всех его протестов. It's a culturally appropriate way to respond to a new position like this, right? In a way that's not really refusing it, but maybe not really accepting it either, right? Вот. Интересный смысл, конечно, вот этого культурного возражения, да, то есть, с одной стороны, он вроде себя принижает, и вроде как не совсем отказывается выполнять это поручение, но, с другой стороны, вроде как и не высказывает готовности. And as he works his way through these objections, Moses is going to move from these kind of culturally acceptable and kind of indirect objections to being more direct at the end, right? He says, I don't want to go, find somebody else. Вот. И дальше мы помним, что Моисей продолжает возражать, и с каждым разом его вот эти возражения, они перестают быть, скажем так, культурно обоснованными, то есть до какой-то степени это было вежливым. Но в определенный момент он просто напрямую отказался, пошли кого-нибудь другого. And so then we begin to see like in the beginnings of Moses' hesitation when he says, well, what if I go to the people of Egypt, right, and they don't know who you are? What am I supposed to tell them? Вот. И сейчас мы как раз на том месте, когда он пытается как-то мотивировать свой отказ, да, а что если я пойду, а я им скажу, а они мне не поверят. And so I guess interesting thing about this is I never really thought about it, but the question comes up, why would the people of Israel be asking Moses this question?
И интересно, конечно, здесь подумать, задуматься над таким вопросом. А почему израильтяне могли бы задать Моисею такой вопрос? What will be some reasons that you can think of that they might be asking this question? If you think about the situation that they've been in and the context. Yeah. Давайте подумаем, да, и сформулируем какую-то причину, да, почему соотечественники Моисея могли бы задать ему такой вопрос, почему они могли бы ему не поверить. Моисей рос в египетской элитной семье у фараона. Его ассоциировали с фараоном, потом он убил человека, сбежал, много лет уже там не появлялся. По сути, он просто был пришедшим дедом, который проповедовал про какого-то своего бога. Естественно, вопрос типа, а кто твой бог такой, он был бы логичен. So yeah, whose God are you talking about? Which God is yours? That might be one question they might be getting at, right? Да, то есть могли поставить вопрос таким образом, да? А кто же твой-то бог? Я, насколько правильно помню, там же еще в Мадьямской земле еще 40 лет прожил, если 40 же. Ну, то есть ему уже 80 лет, он уже такой дедушка. Yeah, so he's not a young guy like you see in the movies. He's a 80-year-old man already. Ну да, ему 80 лет, он не то чтобы прям сильно молодой, не так, как кино голливудских показывают. There's also maybe some confusion on the part of the Israelites. Think about the Israelites' temperament, if you know anything about it, and their disposition. They seem to always be affected by the people's gods that live around them, or they will be in the future. Да, конечно, можно посмотреть на положение израильтян. Они постоянно в течение всей своей жизни, уж особенно в течение последних там 400 лет, да, они жили в окружении чужих богов. And so they've been living in Egypt for several hundred years now, and they've been surrounded by this Egyptian culture. And so they may not have managed to maintain the purity of the Jewish religion, right? И конкретно вот в Египте они были окружены такой сложной системой богов различных, да, и возможно, что они, в общем-то, сами тоже перестали соблюдать ритуальную чистоту какую-то, да. And so it might be a legitimate question from some of them, which God are you talking about, right? There's many gods. Поэтому, да, вполне они могли задать вопрос, о каком боге ты говоришь, что за бога ты представляешь, потому что богов-то как бы много. And so in a way, part of Moses' job is to remind them who their God is, right? To bring them back to the God of Abraham and Isaac. Поэтому получается, что у Моисея, собственно, стоит еще задача перед ним напомнить израильтянам о том, кто есть их истинный Бог. First, God had to remind Moses who he was, and then Moses has to go remind the people who God is. То есть сначала Бог напомнил об этом Моисею, теперь Моисею нужно было пойти к своему народу и напомнить им. Right. So there's a couple of I guess terms we'll define tonight just so we know what they mean. Maybe in the future they come up. The most of the people during this time, they were polytheistic, they were pantheistic, and they were syncretistic. Three words that describe the typical religious environment of those times. А если вообще дать характеристику обществу того времени, да, в отношении религии, в основном общество было политеистическим, пантеистическим и Syncretistic. So let's go ahead and define those words for people so they can know what those mean, right? Определим все эти слова. Polytheism. What is polytheism? Что такое политеизм? Многобожие. Многобожие. Yeah, polytheism is having more than one God, right? Or many. What is pantheism? Пантеизм. Пантеон богов. Бог во всем, якобы. Бог во всем. Yeah, so God is everywhere, right? He's in the trees, he's in the rocks, he's in the animals. Все божественно, да? Yeah, like God and the universe are kind of mixed together. There's not a separation. Бог и Вселенная, они перемешаны, Бог есть все, и камушек, и дерево, и все это Бог. That's why people worship trees and rocks and Именно поэтому animals. поклонялись окружающей среде, поклонялись животным, деревьям и так далее. And then this problem of syncretism. И синкретизм. Что такое синкретизм? Что такое синкретизм? Размывание границ между праведностью и неправедностью.
Yeah, you might say the mixing between what's correct and what's not correct, or you could say the mixing. It could be more general, just the mixing of any two religions, right? It could be two incorrect religions, right? And syncretism is still the mixing of those two. Да, мы можем сказать вот так, как вы сказали, да, можем сказать, что это смешение нескольких религий, пусть даже они будут две ложные религии. Ну, их тоже взяли и перемешали. Да, как в католицизме. Right, so we see this happening in Christian circles today and historically, right? И сейчас это тоже в христианских Экуменизм это происходит. называется сегодня. Экуменизм. Yeah, maybe ecumenical movement, maybe И экуменисты победили. sometimes when Christians move in and they adopt pagan rituals or pagan ways, that can turn into syncretism sometimes. Иногда, когда христиане приезжают на какие-то языческие территории, да, они перенимают местные языческие обычаи. И тогда вот получается синкретизм. To the extent that maybe symbols don't become Christianized, that's synchronism. They're still pagan, so they're intermixed into Christianity. Например, христианство может присваивать себе символы какой-то языческой религии, и они начинают считаться христианскими. Can we say as an example this about Russian folk Russian folk religion is a perfect example of that, right? Вот In our context. была, да? Да. И как бы сейчас все ее определяют, что это христианский праздник. Или Хэллоуин. Христианские символы. Ну, все возможно, да. Это тоже синкретизм получается. And that can also be syncretism in a way, right? But Дети сейчас учатся. Википедия написано. Это же все истина. В школе. Ну, в смысле, школьники уже в средних классах уже знают, что это христианский праздник. Масленица, да? Новый год тоже языческий. and so to a certain extent, syncretistic things become Christianized, but they oftentimes maintain their pagan aspects as well. That would be syncretistic, right? И даже, возможно, их и не называют вот эти языческие какие-то моменты, элементы и традиции, возможно, и не называют христианскими, но они продолжают существовать, и как бы, ну, вот не есть в рамках этого христианства. And so God reveals his name to Moses at the bush. He says, to tell them that I am has sent me to you. И когда Бог говорит с Моисеем, он говорит, ну, о себе, о том, кто он есть, да, он говорит, значит, 3:14 мы читаем, я есть сущий в синодальном переводе, или в РБО, я есть, кто я есть. Yes, we said it can be I am who I am, or tell them that I'm the person, like the one that be, but it can also have a causal meaning, right? I'm the one who causes things to be. Тут у этого термина очень интересное такое первопричинное значение. То есть я есть тот, кто дал начало всему. And so there's not only a meaning that means like I'm the one who has always existed, like I am. То есть значение не только в том, что я тот, кто всегда существовал. But there's also this causative thing that I'm the one who causes everything to be. Но я тот, кто вызвал существование. So there's certain different aspects that don't always come through, I think, in the translation to that, right? То есть очень интересный такой объемный термин, и не все вот эти оттенки, к сожалению, они передаются в переводе на другие языки. And so as God reveals himself, he reveals himself as the creator and the sustainer of all things, as well as the one who's eternally existent. Вот, то есть Бог определяет себя как тем, кто всегда существовал, тем, кто как Творца, и как того, у кого все в его руках. And so Moses is not bringing them a new God, right? Obviously, he's going to be bringing them the God that they've always had, that they've wandered away from probably, or they don't know as well as they should. То есть, конечно, Моисей не откроет здесь чего-то нового, да, израильтяне уже были знакомы с этим Богом. And so God tells them to go in verse 16, gather the elders together and tell them, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, has appeared to me, right?
Ну, в 16 стихе Господь говорит: иди, поговори со старейшинами и расскажи им о том, кто я такой. And so this is what Moses does. И вот что он должен был сделать. God says, do this, tell them that I remind them of what I promised them about the land, and they will listen to you. Ну, то есть пойди, напомни обо мне, расскажи о том, что я им обещал землю, да, моих обещаниях напомни, и они тебе поверят. And so it's always interesting, I think, as I read through these passages, when you read these narratives that have this thing called the command. They tell you the command that God tells, and then they tell the fulfillment of it, right? The same, which is the same story told again, which is what we're going to see here, basically. Мне всегда интересно, когда вот в Библии встречаются такие места. Сначала Бог дает команду, приказ, заповедь, да, вы пойдите, сделали то-то, и потом нам рассказывается, что пошли, сделали то-то. То есть два раза мы слышим одно и то же повествование. And that's a method of storytelling that they used back in these times, because they told the stories orally, so it was okay to hear it. You hear it again, and you hear it a second time to remind you what you heard, kind of thing, to reinforce it. И почему такой метод повествования употреблялся? Потому что раньше же, ну, когда не было письменности, да, все передавалось из уст в уста, и в том, что часто повторяли одни и те же куски повествования, не было ничего плохого. Это было, наоборот, очень полезно, чтобы люди запомнили. And the other thing God does is he really lays out the whole plan here for Moses. So when Moses goes to Egypt and the Pharaoh says no, it's not a surprise to Moses, because God's already told him. He's going to tell him in this passage exactly what's going to happen. И вот Бог расписал Моисею весь план до подробностей. То есть, когда Моисей уже пришел в Египет, он вообще мог ничему не удивляться, потому что Бог ему в мельчайших деталях расписал, как все произойдет. He says you'll meet with the elders, then you need to go to the king of Egypt and tell him that we want to go 3 days into the journey in the wilderness so we can sacrifice to God. 16. That's in verse 16 or so, yeah. Почитаем, что представляет. Wait, let's see here. Будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. 16. Okay. So read verse number 19. Дальше до 19. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тесту своему, и сказал ему: пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею: иди с миром. И сказал Господь Моисею: в земле Мадиамской пойди, и возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей. Это какая глава? Это какая глава? Четвертая. На третью. На третью, да. Пойди, собери старей, сынов Израиля, и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хеттов, амореев, фаризеев, евреев, иовсеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голос твой, и пойдешь ты, старейшина Израиля, к царю египетскому, и скажете ему: Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукой крепкой. Или принудить. Ну вот 19. So God's laying out the plan for Moses. He's telling exactly what's going to happen. Ну, здесь Бог Моисею план нарисовал в мельчайших подробностях. He even looks forward to the time when he gives them the land, and he lists all the people that the Israelites are going to confront as they take the land. The Canaanites, the Hittites, the Amorites. All these people are going to become Israel's enemies, really, in the future. То есть даже вплоть до таких подробностей, какие народности будут врагами израильского народа, да, когда они пойдут в Египет и встретят там этих новых врагов, как говорится, в пустыне.
And so he needs to go to the elders and explain to them who their God is, remind them who their God is, essentially, right? Итак, Моисей должен пойти к старейшинам и объяснить им, кто из Бог, кто его послал. And God tells Moses, look, they're going to listen, right? So it's okay. Verse number 18, they'll listen to you. И Бог говорит, что они тебя послушаются. Right? He's trying to give Moses, in some ways, some reassurance in his job. Они тебя услышат, и это такое ободрение от Бога, да, Бог успокаивает заранее Моисея, что старейшины тебя услышат. Because God, Moses is lacking confidence at this point already before he leaves. He isn't too excited about doing this. Вот, потому что, скорее всего, было понятно, да, что Моисей чувствует себя неуверенно. And then he says, go and tell Pharaoh we want to go for 3 days into the desert to sacrifice to God. А потом пойдешь к фараону и скажешь ему, вот что мы пойдем, нас нужно отпустить в пустыню на 3 дня. Look, and this is we tend to read this, at least I do, as a Western person, very literally, like he's only asking to leave for 3 days, but really he's not asking to leave for 3 days. He's asking to leave for a long time. Yeah, permanently. И мы, когда читаем, опять же, современным взглядом, да, и вот это вот современное ухо, отпусти нас в пустыню на 3 дня. И как бы современному читателю кажется, что, на самом деле на 3 дня просится в пустыню. На самом деле тут имеется в виду не только 3 дня, на очень долгий срок и в итоге навсегда. It's like it's an Eastern way of asking something. It's kind of more reserved. It's more gentle, it's indirect. То есть здесь мы имеем, опять же, вот этот восточный оборот речи, да, не то, что «пусти меня, я на поможи в Америку поеду», да, а вот так вот красиво, вот это вот надо все вот обставить. And Pharaoh would have understood basically, we want to go to Egypt for as long as we want, basically. He would have understood that that's what they were really saying. И фараон на самом деле их услышал. То есть он услышал, что они хотят от него уйти. And so from the very beginning, he's resistant because he knows what they really want. И поэтому с самого начала так упорно сопротивляется, потому что на самом деле он понимает, что они на 3 дня на пути отпрашиваются во времени и пространстве, а навсегда. And so, but God tells him that. He says, Pharaoh's going to say no. Pharaoh's not going to listen to you. И опять же, это тоже Господь предсказывает заранее, да, что фараон с этим не согласится, вас не отпустит. Right? Basically, God says, Pharaoh's not going to let you go until I stretch out my mighty hand and I make him let you go. И он не будет вас отпускать, пока я своей рукой крепкую не заставлю его это сделать. And so God completes the story of his plan. Not only is he going to take them out of Egypt, he's going to make sure that they're prepared for their journey by giving them money and wealth and any kinds of things that they need, clothing, that'll see them through on their trip. И Бог дополняет вот эту историю исхода из Египта, да, не только тем, что куда надо пойти, а что делать, но дополняет это даже вот тем, что с чем они выйдут, да, чем они будут оснащены, что у них будет с собой, что у них все будет с собой для этого путешествия. Вот в начале 5 главы здесь Моисей отпрашивается на праздник народ отпустить, и то фараон соглашается. Но типа из вот этих 3 дней, которые означают уйти навсегда, как это превратилось просто в праздник. То есть, по сути, тут мы говорим о том, что он просит народ отпустить, а здесь просто жертву в гору принести и типа вернуться. I think it's the same way of softening and the asking, right? Это тоже, скорее всего, вот ближневосточная какая-то метафора, специальная такая фигура речи, все из той же оперы. But Pharaoh knows they're leaving for good. He knows they're not going to leave and come back, right? Но фараон, он знает, что они обратно не вернутся. Просто интуиция. Like to us, it seems like intuition, right? But to the Eastern person, it makes complete sense. Like they know what the person's asking.
Ну, да, мы, опять же, как западные люди, да, можем считать, что это интуиция, но там Восток дело тонкое. То есть там понимали и те, кто чего не просит, и те, у кого просят. I mean, there's a disconnect between like a Western way of asking and thinking and an Eastern way. And oftentimes, like we as Western people would see things as deceptive the way they do them and ask them. Like, why don't you just come out and say, we want to leave? Don't just say, I want to go for 2 days, right? И вот именно столкновение вот этого западного мышления восточного, да, иногда заставляет нас неправильно оценивать то, что происходит. То есть там кажется, что тут происходит обман. А что это они попросились? Там 3 дня уйти, или там только на праздник попросили еще идти. And so that in turn makes it more difficult for us to understand maybe what's going on here, that Pharaoh really knew from the beginning. Ну, вот. Но если настроиться на их восточную волну, то они там совершенно нормально, совершенно взаимопонимая друг друга, обменивались восточными любезностями. А почему Египет восточно, он же в Африке конкретно так находится? Ладно, Эту понял. историю с географией мы сейчас опустим. Well, there were Hebrew pharaohs for a while, and so the North Africa, Middle Eastern thing is kind of mixed in that area, right? Not just. Отдельно об этом поговорить. Да. Пойдем про историю с Другой географией. момент интересный еще. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. А зачем Господь хотел умертвить, если он сам его послал? Тут другой вопрос, а кого его? Это тоже надо найти ответ. Тихо, не бегите вперед. Сейчас дойдем. We'll get there, right? Да, сейчас дойдем. And so Moses is given the full plan that's going to go on, and then again. Итак, Моисей в руках полный весь план подробный. Right. Again, Moses objects in beginning of chapter 4. Well, what if they don't believe me? Ну, начиная с самого начала 4 главы, он опять начинает сопротивляться. Не продолжает. And so God not only gives Moses his name and the plan that's going to happen, he goes on and he gives Moses some signs to the people that they'll know that he's truly sent by him. И теперь в дополнение к подробному плану Бог начинает давать Моисею в руки знамения, которые тот может использовать. So obviously there's a couple. There's the staff that he throws on the ground in verse number 2, and then later on it's his hand that he puts into his. Actually, it's later on his hand he puts in his cloak in verse number 6 that comes out with leprosy or some kind of nasty skin disease on it. Вот. И мы, значит, уже прочитали, да, что это за знамение. Во 2 стихе говорилось о превращении посоха в змею. В 6 стихе начало говориться о вот этой самой кожной болезни. То есть не обязательно могла быть проказа, была какая-то тоже страшная неизлечимая кожная болезнь. I like how Moses, he kind of shows in many ways, he shows his human side when he tells the story. Right? He doesn't tell all the good things and how great he was. He throws the staff on the ground, it turns into a snake, and he runs away, right? И интересно, вот с какой точки зрения посмотреть на эту историю. Сам же Моисей ее писал, да? Вот. Он совершенно не приукрасил свое поведение во всей этой истории, да? Вот превратился посох в змею. Честно пишет, что начал убегать, что испугался. And so God has to tell him that it's okay, come back and grab the thing by the tail. It'll turn back into a. Да, Богу пришлось его останавливать и говорить: возвращайся, хватай змею за хвост. А что у него на руку такой реакции нет? То есть он сделал так и понимаешь, что он ходячий труп. А тут он как бы не испугался, он просто, Бог сказал, он сделал опять вот так. И все. Или это был тихий ужас. От руки-то не убежишь. You can't run away from your hand, right? Да. So. Ну, хоть бы закричал для приличия. I'm sure when he pulled his hand out, he was just as upset and disturbed as when he saw the snake. I don't doubt it. Да, несомненно, что он, когда руку такую свою увидел, да, всю в проказе, он точно так же был в шоке, как так, когда и змею увидел. But he does what God tells him then, and he is restored. His flesh is restored. Он просто продолжал делать то, что говорил ему Бог, потому что не успел испугаться. Right, so God is preparing him in some ways for his meeting with the Egyptians also, right? He's showing his power. В общем, Бог подготавливает Моисея к
вот всеми этими знамениями к встрече с египтянами. Because this really isn't a conflict between Moses and Pharaoh. It's a conflict between the God of the Israelites and the gods of the Egyptians. Потому что на самом деле вот эта вот битва, она будет происходить не между Моисеем и фараоном, а между истинным Богом и богами Египта. And he wants to show the Israelites that their God has power. И Моисей будет показывать Египту, да, что у их богов нет силы. Or he has the power to create life out of unliving things. He can make a snake out of a stick. А у его бога есть власть превращать живое в неживое и обратно. God has the power over sickness and over health. И что у Бога есть сила превратить болезнь в здоровье. That would have been a very important thing to people back then. They would appeal to the gods for health if they were ill. И в те времена это на самом деле было очень важно для людей, потому что общество со всеми проблемами здоровья обращались к Богу. Or they oftentimes understood illness to be a punishment from the gods, right? Или часто трактовали болезнь как наказание от Бога. And we see here an example. This God is able to cause you to be sick, and he's also able to heal you. И здесь как бы был дан пример, что да, этот Бог, он такой сильный, что он может наказать тебя болезнью и может забрать у тебя эту болезнь. And then finally in verse number 9, he says, if they don't believe these two signs or listen to you, then take some water out of the Nile, pour it on the ground, and the water will turn into blood. Verse number 9. И в 9 стихе, да, вот говорит ему Бог вот сделать вот это с водой, да, взять от Нила, вылить ее на землю и превратиться она в кровь. And this sign or this miracle is really looking forward to what we call the plagues, right? И это знамение, оно как бы является таким предсказанием, да, той самой казни, одной из казней египетских, которые будут позже. And this would have indicated to the Israelites their God's power over the gods of the Egyptians also. И это чудо, эта казнь египетская, оно должно быть чудом, которое продемонстрирует силу и власть Бога над богами Египта. Because the God of the Israelites has power over the Nile's water. The Nile was one of their gods. Поскольку если Бог израильтян преодолеет, то есть имеет силу над водой Нила, значит, он преодолевает и Бога, поскольку Нил являлся божеством египетским. If God has power over the Nile God and the Nile River, he has power over all of Egypt. И если он может преодолеть вот этого Бога реки, да, Нил, значит, у него есть власть над всем Египтом. Because the whole Egyptian civilization was dependent on the Nile and the Nile like valley area for their existence. Потому что вся египетская цивилизация зависела от реки, да, зависела от Нила, поэтому он был считался у них всемогущим божеством. And so the Nile was worshipped as one of the important gods in Egypt because it's what brought them life. И Нилу поклонялись как центральному божеству, поскольку вот он приносил им жизнь. The god of the Nile was a god named Hapi, and it was a hermaphrodite. It was both male and female. Это был такой интересный вот египетский бог, да, назывался он Хапи, и был одновременно мужчиной и женщиной. Because he was responsible for fertilizing the land and he's also responsible for nourishing the land. He had the two aspects, the male and the female, were all in one. Right? He's all providing for them. Поскольку считалось, что Нил, с одной стороны, он отвечает за плодовитость, за плодородность, да, это мужской объект, и за питание, скажем, да, такой женский аспект. Because every year the Nile River would come, it would flood, it would push all of these super nutritious soil up into the Nile flood zone, and it would be ready for planting for the next season.
Каждый раз, когда Нил разливался, он выносил на землю вот тот самый плодородный ил, на котором потом все очень хорошо росло, то есть вот как бы давал пропитание всем, кто жил на берегу Нила. So the Israelites would have understood this changing of the Nile, specifically the Nile water, as an attack on the Nile, on the Egyptian gods. И поэтому, в общем-то, все бы поняли, что когда в этом чуде, да, вот в этой египетской казни совершилось покушение на воду из этой реки, да, превратить ее в кровь, да, то это прямое сражение с божеством Нила. We see God's continued patience with Moses. Anytime Moses objects, he's providing him with what he needs. Verse number 10, Moses says, I'm not eloquent. I can't speak well, right? I'm slow of tongue. And then God says, I made your mouth, right? Don't worry. Вот. Моисей дальше продолжает возражать. Да, он говорит о том, что он не речистый, не разговорчивый, не красноречивый. И Бог с таким долготерпением обещает ему помочь в этом вопросе. Until we get to this final objection later on where he says, please send someone else, basically in verse number 13. Moses doesn't want to go. И в конце концов, в 13 стихе, да, мы доходим до того, что Моисей в конце концов говорит, пошли кого-нибудь другого, да? So verse number 14, we see the result of Moses's objection, right? What is the result? И в 14 стихе, Андрей, прочитай, пожалуйста. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, разве нет у тебя брата Аарона, да, левита? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. So the immediate result is that God is angry. И, то есть здесь сразу же последовала немедленная такая реакция, да, Бог разгневался. We also see God acting graciously in this verse, despite his anger. Вот, но несмотря на свой гнев, Бог здесь действует милостиво. A better translation, instead of saying but in that verse, would be to say, even though God was angry with Moses, right? То есть здесь можно было бы сделать другой перевод, даже если Господь и был разгневан на Моисея, но он сказал так и так. And so it gives it a little bit of a different feel when you say, God did this, even though he was angry, God still was gracious. И здесь получается вот такой смысл, да, что несмотря на то, что Бог разгневался, он все равно продолжал быть милостивым с Моисеем. And in his provision, he tells Moses he'll let his brother Aaron come with him, right? И предложил вот ему такой выход, да, что Аарон будет помогать. But we also see that Moses hasn't been relieved of his responsibility. He's still the prophet. Но опять же Моисея никто, как говорится, не освобождает от того, что от его миссии, да, он все равно будет пророком, он все равно будет выполнять это поручение. God's going to speak to Moses. Moses is going to speak to Aaron. Aaron's going to speak to the people for him. Бог будет говорить с Моисеем, Моисей с Аароном, а Аарон будет говорить с народом. And so God in his grace provides Moses with a way to move forward. Бог в своей милости дает Моисею вот определенные способы, как двигаться дальше. And really Aaron he's kind of like moral support for Moses, it seems, right? At the beginning, he relies on him a lot, but as he progresses, you see less and less of Aaron and more of Moses. И так и получается, что Аарон в основном выступал в качестве моральной поддержки. То есть вначале он сильно помогал, да, часто помогал, но с тем, как разворачивалась история, мы видим, что Моисей становился все более самостоятельным. So Moses goes back. This is kind of the end of the burning bush scene. Moses goes back to his father-in-law and tells him in an asking kind of way that he's going back to Egypt. Вот. И тут заканчивается история с горящим крестом, да, и Моисей возвращается к своему тестю и начинает ему, опять же, очень вежливо по-восточному объяснять, что он уходит, попросить разрешения уйти. And so he asks him if he can leave, and he's really asking
he's asking his father-in-law to bless him because he's taking his family with him, and he wants the blessing of his family in order to move forward. Вот. И на самом деле, чего он здесь просит? Он просит благословения у своего тестя, потому что хочет уйти со всей своей семьей. And who does he take? Verse number 30. Кого он с собой берет? Давайте. Verse number 20, sorry. В 20 стихе посмотрим, кого он с собой забирает. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И после Божий Моисей взял руку свою. So he's taking his wife, and it's important just for this a little bit later in the story, his sons, plural, he's taking with him, right? Да, жену берет с собой и сыновей во множественном числе, что потом будет нам важно знать, что во множественном числе несколько сыновей с собой берет. And God says, don't forget your staff, right? You'll need it. И еще говорит, и посох не забудь, он тебе понадобится. Сыновья вот эти вот Моисея, когда вышли из Египта евреи, то в землю обетованную вошли только Иисус Навин и Халев, остальные погибли за неверие. А сыновья Моисея, получается, в числе неверующих. I don't know. Is that, I don't know. I don't know if they're. I don't know if they were not. How do they? What do you like? Non-believers? What do you mean by a question? I guess. Right? Is he saying they didn't believe or something? Oh, I'm sorry. I keep blocking my camera. Аарон умер за грех, Моисей умер за грех. Сыновья Моисея, получается, тоже как-то не выделились особой верой. Только Халев и Иисус Навин дожили, чтобы войти в землю обетованную. Но они же не вдвоем вошли в землю обетованную, там еще кто-то был. Молодое поколение, которое на 40 лет моложе. Всяко были лет моложе. Well, I think one of the things you see is you see a covenantal relationship where not every single person. It doesn't necessarily mean every single person was not a believer, but everybody in that generation paid the price for the non-belief of that generation, right? Ну вот Джефф на поколение как бы переводит, да, что не можем сказать, что тут история заветных отношений, да, в каждом поколении есть те люди, которые попали в завет, и которые не попали. And so because you're in this covenantal situation, God didn't always have to pick out each person. They all were guilty, right? That's just how it worked. We tend to think more individualistically now. Так что, возможно, как бы речь шла вот о больших массах, да, вот эти вошли, эти не вошли, эти виновные, невиновные, как бы там не считал их по именам. Или включаются туда, не вошедшие в землю обетованную, включаются и те, кто просто умер естественной смертью. Не все же отличились неверием. Или нет, когда соглядатаи вернулись из земли обетованной, сказали, что там большие люди, начали как бы соблазнять народ, что они нас съедят. А Халев и Иисус Навин, только два человека, убеждали, что нет, надо идти. Но получается, что грех неверия не всему народу приписывается, а только этим, кто смуту наводил. Потому что если они в пустыне не верили, роптали, просили мяса, занимались идолопоклонством, и вот за все эти грехи они постепенно уничтожались. Но тогда вопрос возникает, а сыновья Моисея, они-то благочестивого человека же все-таки сыновья. Они-то к какому числу людей относятся? Дети верующих родителей. Нужно загуглить, да, потому что вопрос о ДВРах, это очень вопрос. Yeah, I mean, some of these things we don't know because the Bible doesn't tell us, and it's not the purpose to tell us. Как раз вот эти потомственные наследники. Oftentimes there's extra biblical things, stories or whatever. Yeah. В теологии такой вопрос не поднимался раньше. Можно комментарии посмотреть, просто побольше. У нас сейчас не было цели такой, надо посмотреть. И в этот момент еще, вот в этой главе такой непонятный. Господь послал Моисея, ночью явился ему и хотел умертвить его.
причина не указана. Почему умертвить Моисея? So in this verse, it's completely vague as to who's talking about whom and who did what to whom. In verses 20, he's talking about 24 through. Все, мы пришли уже туда? Well, we'll get there in a second. Сейчас мы туда I'm just telling we'll be there in a second, but it's not clear who he's talking about. Да, там на самом деле непонятно, кто о чем говорит. Сейчас мы туда дойдем. Вопрос. Вот по как раз этому месту, только немножко другое место в этом месте. Он довольно тупой, но он у меня есть. Вот сколько лет этому самому сыну Моисея, которого чуть-чуть не кастрировали? Просто как бы Моисей уже 80, и я сомневаюсь, что он в ближайшие годы мог бы заделать ребенка. То есть это уже был такой вполне себе взрослый чувак, которому так откололи камнем кусок полового органа. Знаешь, по-хорошему, как только женились, сразу же на детей рожать. Ну, здесь-то вот... Он не мальчик уже был. Реально. Ну вот тогда и Сепфора, взяв каменный нож, обрезала тканью плоть сына своего. Ну, здесь вот тогда Сепфора, вот она же шла, это же жена. А вообще, откуда здесь обрезание взялось? Ну это Авраама, да. То есть Моисей должен был знать. Ну, то есть мы тогда должны обрезать 8-й день. То есть мы точно знаем, что Моисей был, значит, сын, потому что Сепфора это его жена. То есть либо он каким-то образом 80 лет заделал сына, либо это был уже взрослый чувак. Взрослый. Вряд ли тут 8-дневный был сын, когда они пошли. Okay, so basically we'll be there in two verses, right? Вот местоимением его можно понимать сына Моисея, не самого Моисея. So let's work through those verses when we get to them in two verses, Сейчас right? мы быстренько до них доберемся. Basically, again, God tells Moses in verse number like 21 and 22 to go to the Pharaoh and say, Israel is my firstborn son, right? The nation of Israel. Let them go and serve me, and if you refuse to let them go, I'll kill your firstborn son. Значит, давайте закончим с этим стихом, да, там 20-21, когда Бог говорит, что Моисей как должен разговаривать с фараоном, да, скажи ему, что отпусти моего сына, если не отпустишь моего сына, то я тогда погублю твоего принца. So essentially, by the time Moses gets to Egypt, he knows the whole plan that's going to play out. He knows that it's going to come down to him threatening Pharaoh with his firstborn son dying. И Моисей, опять же, и в этой части своей истории имеет план заранее подробный, он знает, что случится. And then we come to this strange little verses 24, 25, and 26 that talks about the circumcision incident. Вот. И сейчас мы доходим до этой скрытой мраком истории на 24, 25 и 26 Когда Сепфора взял дорогой на ночлеге, случилось, что встретил его Господь. И хотел умертвить его. Его, скорее всего, Моисей, но не ясно. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезал крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня. И отошел от него Господь, тогда сказала она: жених крови по обрезанию. То есть, до обрезания женихом он не был. Right. So the problem, one of the big problems is this verse is we don't know who did what to whom, because it's all talks about he and he and he and he, right? Or вот, значит, вопрос совершенно понятный, что очень понятно, да, потому что его, несколько раз повторяется, а кто кому его, непонятно. Who did the Lord meet and who did the Lord seek to put to death? That's the one question we have to ask. Первый вопрос, да, кого Господь встретил и кого он хотел умертвить. Then what happens? Zipporah takes because God's going to kill somebody, Zipporah takes a flint knife. She circumcises her son, and she said, and then whoever it is probably God, let him alone. И дальше, из-за того, что Бог хотел убить непонятно кого, да? Сепфора хватает нож, обрезывает своего сына и опять непонятно куда бросает
уже понятно, что. So we know the reason God is angry is because one of the sons of Moses is not circumcised. Мы понимаем причину, по какой Господь гневается. Это потому что один из сыновей Моисея до сих пор не обрезан. And we know that because after he's circumcised, God doesn't kill the person he was going to kill. И откуда мы это знаем? Потому что как только его обрезали, Бог перестает гневаться. So we know from this, really the one thing we get from this whole thing, the whole point is God takes his covenant sign seriously. То есть что мы из этого стиха можем точно абсолютно вынести, да? То, что Бог очень серьезно относится к знакам завета. Now there's a few different ways that you can explain or approaches that have been taken to explaining this, right? То есть к трактовке этого момента можно подойти с нескольких сторон. So the him that God is going to kill has to be either Moses or Moses' son, because they're the two he's in this passage, right? То есть если мы говорим про то, что Бог собирался кого-то убить, да, в мужском роде, то это будет кто у нас там мужчина? Либо Моисей, либо его сын. Я нашел ответ на вопрос про то, кто вошел в землю обетованную. Подожди. Молодец, что нашел. Подождите. Если праведность Бога – это единственная причина гнева, то тогда намного лет раньше это могло произойти. Почему именно в этот момент? Он Бог, он так захотел. Да, ему надо. Maybe it wasn't relevant until now because now they're going into Egypt and there's this whole process is beginning and God wants to make sure everything is starting correctly. Возможно, до данного момента вот это несоблюдение завета, да, было несущественным, но сейчас наступает тот момент, когда выполняется какая-то важная миссия, вот они отправляются в Египет, и вот это именно сейчас это очень важно. Там все обрезаны, а тут идет не обрезаны. We don't even, we'll see when God says here, he says he remembered his covenant with his people, right? That's one of the things we'll see in this story about God. И что здесь подчеркивается в этой истории? Да? Бог помнит о своем завете с израильским народом. And that's when he says he remembers, that's a way of saying he puts it into action, right? He activates it, right? И он не только помнит, не только вспомнил, но он его и приводит в действие. And so when the covenant is working, the sign of the covenant has to be applied. И когда завет начинает работать, то все вот эти вот знаки завета, да, в данном случае у нас обрезание или знак завета, да, оно тоже должно быть на месте. And if the sign of the covenant isn't applied, then that person is supposed to be put out of the covenant people. И если у человека нет этого знака завета, значит он исключается из Божьего народа, из заветного народа. And so we don't know exactly whether God is angry at Moses because he didn't give his son the covenant sign, or if he's coming to kill his son because he doesn't have the covenant sign. Опять же, мы из этого отрывка не можем точно сказать, на кого Господь гневается. Он гневается на Моисея за то, что он не обрезал сына, да? Или он гневается на сына за то, что тот не имеет знака завета. And so, because the text here doesn't mention anybody's name, it doesn't say anything about Moses, doesn't say anything about his son. Потому что имен здесь никаких нет у нас в этом отрывке. The only thing it says is he. Везде только местоимение, он. На самом деле, реально странно. То есть до этого у них там уже диалог происходил, типа, Богу было нормас, а тут, типа, он такой, точно. Ну, тупо же. Везде стукнуло. Мы это вырежем. А женщина имела право осуществлять церемониально-ритуальные действия? Никто не умер, видимо, да. Интересно. Yeah, exactly. I mean, the sign has been applied, whether it's been followed, whether the rules were for that, I don't know. She did it. Непонятно, да, были или не были правила. Я думаю, что надо идти в это самое, в еврейские исторические хроники, там смотреть. But it satisfied God's Но раз Бог принял need, right? And so такое решение, значит, это его удовлетворило. So that tells us maybe that the sign is more important than the method for applying the sign, right? Да, возможно, сам знак завета более существенен, чем метод, которым мы осуществим этот знак.
Ну да, когда Авраам обрезал себя, Измаила и Исаака, написано, что Авраам обрезал. Самое, как ее звать? Просто женщина. Не жена, и у Иакова то же самое. Нигде не написано, что Ревекка обрезывала детей, хотя их было 12 человек. Ну, вообще священники делают. Probably men almost always did this, I'm sure, in the Возможно, да, Israelites всегда это делали situation. мужчины, израильтян. But in this case, Zipporah has to act in order to prevent the death. Но в данном случае женщине пришлось действовать, потому что нужно было предотвратить смерть. Да, может, он в шоке был. Смотрит, что видите, тот все не может. Мне пришлось самому спасать ситуацию. Сам Моисей не отреагировал. So this tells us a little bit about Moses too. Moses is 40 years in the Midianite wilderness. He wasn't following the God of Israel, to the letter either, right? Опять же интересно, вот что нам это говорит, вот этот маленький инцидент, да, о характере Моисея. 40 лет он прожил в Мадианитянской пустыне. И не очень-то он торопился до последней буковки выполнять Божий закон. At some point, he didn't circumcise his son. He either gave in to his wife, saying he didn't want to do it, or he just was lazy. Who knows? But for whatever reason, То есть кто его знает, почему он не совершил это обрезание? Может быть, он поленился, может быть, жена не захотела, кто знает. but again, we do know that God takes his covenant signs seriously, right? So should we. Но опять же, самое главное, что нам тут следует услышать и увидеть, что Бог, Он очень серьезно воспринимает свои знаки завета, и поэтому нам тоже нужно к ним относиться серьезно. And so we need to now even take our modern covenant signs, we need to take them seriously, right? То есть у нас есть уже новозаветные знаки завета, да, и нам нужно к ним относиться We need to серьезно. we need to take baptism seriously. We need to take Holy Communion seriously. То есть речь идет о крещении, речь идет о причастии, что вот эти знаки завета, их нужно воспринимать серьезно. And so we need to think about them seriously and make good decisions about what we believe about these things, because they're important. И рассуждать о них серьезно, и верить, то есть все это очень серьезно. Other than that, we can spend hours talking about who did what to whom and how we know and this kind of stuff, or why. We'll never know why, but we do know that the sign wasn't applied. Из контекста, вот если все эти странности посмотреть, напрашивается мысль другая, что гнев Бога не из-за обрезания возник. Потому что если Моисей пренебрежительно относился к завету, и Бог об этом знал, что влияние языческой обстановки здесь проявляется, то при встрече с Моисеем и при помазании его на эту миссию, Бог бы ему сказал, как Аврааму: обрежь сына своего и пойди и сделай там то-то и то-то. Но здесь получается, что Моисей пошел, и перед тем, как пойти на дороге, Бог ничего ему не говорил, а на ночлеге случилось. То есть, возможно, это был уже не первый ночлег. И ночлег — это все-таки не путь. Но случилось так, что на ночлеге Господь встретил его. Он спал, И умертвил. поэтому пришлось ей обрезать. В общем, Получается, что гнев-то может быть вообще за другое возник, а не за завет. Again, you're reading into the story. You're assuming that God needs to warn him before they leave. Why does God need to warn him? God can do what he wants to do. God can warn you when he wants to warn you. He can kill you without warning you. Это странно. Ну вот опять же, почему странно, да? То есть он же Бог, и, как говорится, у него все в руках. Он волен сам решать, когда уходить, куда уходить. Он не обязан напоминать про тот закон, да, про который уже давным-давно сказано, и все уже должны были все сделать. Почему там Бог должен ходить всем сопли подтирать? God Делайте. doesn't owe us. He doesn't owe us grace. He doesn't owe us mercy. He owes us justice. And so, luckily, he's gracious enough to let Zipporah do the circumcision. Но по большому счету Бог, он благ и милостив, да, и в данной ситуации эта благость и милость выражается в том, что он дал возможность Зиппоре совершить это обрезание. Исходя из этого тезиса, и почему это было именно на ночлеге, а прикиньте, если бы пришлось резать прямо по центру пустыни днем,
Это куда менее приятно, чем ночью. Это по-любому неприятно, но все же. Случилось на ночлеге. Там хотя бы была какая-то вода, наверное, Симфора была менее сообразительной, что тогда? А Бог ее провел, это не она, это все Бог ее руками. Вот, да. So Zipporah, I mean, the Midianites practiced circumcision too, so she would have been known about it and been familiar with it. So Ну, она, скорее всего, и знала, и была сообразительной, потому что у мадианитян уже, ну, как бы, они тоже проводили обряд обрезания, то есть женщины тоже были с этим знакомы. I think the problem we get into with these passages is these kind is we ask the wrong questions, right? And we try to get something out of it that it's not trying to tell us. It's trying to give us a simple thing, but we want to know more, right? Is it bad that we want to know more? But sometimes. Вообще вот такой маленький отрывок, да, и у нас столько возникает вопросов, но самое главное, для чего этот отрывок нам дан, это, возможно, не вот эта вот вся ясность, а вот то, что Бог серьезно относится к знакам завета своего. It's bad when we get ourselves sidetracked to things that are like, I guess, not going to be profitable for us, and we could be spending time on other things that might be more profitable for us to follow. Мне кажется, да, что сильно прямо уж сильно не стоит отвлекаться, да, потому что очень много неизвестных, очень много мы тут чего не можем Anyway, сказать наверняка. Our time is running out, and basically in these last few verses, we're going to come back to this idea of God is telling the fulfillment of the things that He commanded. Right? It just says Moses and Aaron told them the words they were to speak, and He did everything God commanded them to do. И поскольку сейчас наше время уже истекло, да, мы давайте быстренько так скакнем на последний стих. Можно Да? ответить вот на вопрос по тому, кто дошел. Да. Значит, что самый последний у нас, да, стих, что Аарон встретился с Моисеем, так как Бог и предсказал, что случится. То есть Бог выполняет то, что Он предсказал. Yeah, that's it. Значит, вот, после того, как у господ израильтян случилась паника, читаем, возмущенный трусливым поведением израильтян, Бог повелел Моисею возвестить им, как говорили вы вслух мне, так и сделано вам, в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефониина, и Иисуса, сына Навина. То есть он оставляет тех, кто 20-летний и младше, остальных убивает. А после этого они еще 40 лет ходят. Просто вот Халев и Иисус, это самые старшие, так скажем, остаются. То есть это единственные, те, которым больше 20, и им позволено остаться жить. То есть как бы молодняк остался, а вот что, если мы 40 лет гуляли, это уже не молодняк. Ну, это уже лет 60, наверное, детям. Дети, да, получается, они умерли вместе с этим, кто роптал. Либо умерли. Но это нужно в еврейских хрониках смотреть. Ну, это вот явно чисто, это все написано. просто по имени загуглить, и мне кажется, даже Википедия. Я там не нашел. 40 лет это молодняк. Ну, 50. там это 20 и выше, да. Ну, 60 опять тоже неизвестно. Плюс Получается, что дети, 40 которые лет жить в родились от пустыне. язычницы, Это жили так 100 лет. они тоже роптали, да, в пустыне. 60 это уже не есть. Я думаю, что надо этот вопрос по это самое посмотреть глубоко интересно про сыновей Моисея. Окей? Somebody can close us in Молимся? prayer. Сереж, помолвка. Ну, помолиться, когда закончим Да. говорить. Сейчас.